I'm very happy to be able to be with you all today. Действительно рад быть сегодня с вами. And I bring you greetings from our congregation in Tokyo, Japan. И я привез с вами, передаю с удовольствием привет от нашей общины, церкви. Did you mention the name? The Mitaka Evangelical Church. От общины Митака, евангельская церковь Митака. Митака — это район Токио. My sermon this morning is a meditation on Matthew chapter 1, verse 1. Моя проповедь сегодня — это размышление над текстом, который записан в Евангелии от Матфея в 1 главе, первый стих. But before we look at the passage in the Gospel of Matthew, there are two things that I'd like to say briefly by way of background. Но до того, как, собственно говоря, мы прочитаем текст и начнем о нем размышлять, я бы хотел коротко упомянуть о двух вещах, которые послужат фундаментом для нашего размышления. Then we will seek to understand the meaning of each word in Matthew chapter 1, verse 1. А затем мы будем искать значение каждого слова, записанного в этом тексте. The first background matter that I wish to mention is literary allusion. Первая вещь, которую я хотел упомянуть в качестве основания для будущего размышления, для дальнейшего размышления, это литературная аллюзия. Literary allusion is when a text employs language or ideas from an earlier text in order to establish a profound link between the two texts. Литературная аллюзия — это такой литературный прием, который использует язык или идеи, или образы из предыдущего текста, уже известного читателя, для того, чтобы обогатить и то слово, которое написано, чтобы оно вызывало определенные ассоциации. For example, if I began the sermon today by saying to be or not to be, you would assume that I'm trying to establish a link between my sermon and Shakespeare's play Hamlet. И, например, что такое литературная аллюзия, как это работает? Если бы я начал свою проповедь со слов «быть или не быть», то, может быть, многие из вас, кто заломался, подумали, что я буду как-то проповедовать и в своей проповеди соединять нас, слушателей, с текстом, который написан Шекспиром в его бессмертном произведении «Гамлет». And knowing the story of Hamlet would somehow be important for understanding the sermon. И знание этой пьесы, этого текста, этого произведения будет каким-то образом играть роль и иметь важность для понимания проповеди. Quoting a few words from Hamlet would remind you of the whole play, and you might think that I'm going to speak to you about the futility of seeking revenge. И вот всего несколько слов, которые я процитировал, вот, собственно говоря, вот этот знаменитый отрывок из монолога Гамлета, вызывает у тех, кто читал эту пьесу, кто слышал, кто смотрел, целую огромную ассоциацию. И, может быть, если бы я употребил это в проповеди, вы бы подумали, что, наверное, я буду говорить, проповедовать о тщетности поиска мести. Understanding literary allusion is important for Matthew chapter 1, verse 1, because Matthew makes an allusion to the Old Testament that enables us to meditate on the deep meaning of his words. Почему важно говорить об аллюзии, почему важно понимать, что такое литературная аллюзия? Потому что текст Евангелия от Матфея, первый текст, он отсылает нас к тому, что мы уже знаем, что записано в Ветхом Завете, и это приобретает особое значение, вот те слова, которые мы читаем. The second thing I wanted to speak about by way of introduction has to do with the writing of the Gospel of Matthew. Вторая вещь, которую я хотел бы упомянуть, для того, чтобы вложить, скажем так, основание для проповеди, для нашего размышления, это, собственно говоря, история написания и обстоятельства написания Евангелия от Матфея. Early church fathers taught that Matthew was the first gospel to be written, and that it was written in Aramaic or for the Hebrew people. И ранние отцы церкви утверждали, что Евангелие от Матфея было написано первым, и оно было написано на еврейском или на арамейском языке для евреев. What we have learned in the last 50 years about literacy in Jesus' day fits in well with this picture from church tradition. То, что мы знаем за последние 50 лет об уровне образования, о грамотности в Израиле того времени, когда жил Иисус, дает нам основание видеть, что вот это
утверждение, что Евангелие от Матфея написано на еврейском или арамейском и написано самым первым рано, очень соответствует вот тем последним знаниям относительно грамотности в Израиле вообще. For example, we know that in Jesus' day, when a great Jewish rabbi taught, there were often people in the audience who would take notes. Например, мы точно знаем, что когда во времена Иисуса какой-либо из известных раввинов учил, то были люди в аудитории, те, кто его слушал, и его ученики, они обязательно делали записи, они робили нотатки. 100 years ago, no one knew that. 100 лет назад про это никто не знал. Since Jesus' disciples believed in him as the Messiah and regarded him as the greatest of all rabbis, it's only natural to assume that some or many of them took notes on his teaching and recorded his deeds. Поскольку ученики считали Иисуса Христа самым великим учителем, даже Мессией, совершенно естественно и правильно будет предположить, что они делали записи его слов, делали записи его учения, и естественным образом эти записи речей Христа, слов Христа были записаны. Among the 12, Matthew was certainly literate because it was his job as a tax collector every day to keep records and to write notes. Совершенно определенно, по крайней мере, мы можем точно утверждать, что среди 12 апостолов Матфей точно умел писать, потому что это была часть его работы. Он был сборщиком податей, и, безусловно, он знал и умел, и был должен по своей работе писать, делать записи по поводу того, кто чего заплатил и так далее. When he was persuaded to follow Jesus, it's highly unlikely that he would quit all note-taking. Когда он был убежден следовать за Иисусом Христом и начал следовать за ним, это нереально просто предположить, что вдруг он перестал писать вообще, перестал делать записи. Instead, it is most probable that Matthew would devote his literary ability to recording the teaching of Jesus. Вместо этого логичнее предположить, что Матфей посвятил себя тому, чтобы записывать устное учение Иисуса Христа и делать записи. And surely he would not have been the only one. И можно с уверенностью сказать, что он не был единственным человеком, который записывал слова Христа. Luke, in chapter 1, verse 1 of his book, says that many people had written about Jesus. Лука во вступлении к своему Евангелию пишет, что уже многие написали книги по поводу всем нам известных событий. If it is reasonable to suppose that Matthew, not to mention other disciples, took notes on the teaching of Jesus, the next question is, when would he put them together in the form of a gospel to share with others? Если разумно предположить, что Матфей делал записи речей Иисуса Христа, учения Иисуса Христа, вытекает вопрос, когда же он все-таки все это собрал в одну книгу, то есть когда он написал свое Евангелие? The simplest answer to this question would be as soon as he perceived an answer. Когда нужно было сделать эту запись, когда он написал книгу, как только возникла нужда, как только он понял, что нужна книга, написанная об Иисусе Христе с записью его учения. When would Matthew sense a need for the gospel? Когда Матфей ощутил или осознал необходимость написания Евангелия? Clearly, immediately after Pentecost. Мы можем ясно утверждать, что это случилось сразу же после Дня Пятидесятницы. Consider, 3,000 people were baptized in one day. Задумайтесь, 3000 евреев были крещены в один день. They were from all over the Roman Empire and beyond. Они были со всех концов Римской империи, даже из-за пределов Римской империи. In Acts chapter 2, Luke gives us a list of the places. В книге Деяний апостолов во 2 главе Лука дает нам целый список тех мест, откуда были поклоняющиеся евреи, которые были крещены. Should we ask the pastor to read that? 2 глава с 9 стиха до 11, первая половина. Chapter 2, verses 9 to the first part of verse 11. С 9 по вторую половину 11. Парфяни та мідяни та еламіти, також мешканці Месопотамії, Юдеї, Каппадокії, Понту та Азії, Фрігії, Памфілії, Єгипту і Лівійських земель, край Кірени і захожі римляни, юдеї, нововірці, критяни і араби. Усі ми чуємо, що говорять вони про великі Божі діла
між вами. О, After Pentecost, these newly baptized Jewish believers would return home far from Jerusalem and the apostles. После этого праздника те евреи, иудеи, которые были крещены, естественно, должны вернуться домой. И этот дом находился далеко от Иерусалима и далеко от апостолов. The need for a written gospel would have been apparent from the time of the church's birth. Нужда в Евангелии, нужда в написанной книге, в Евангелии становится очевидной сразу же со времени начала рождения церкви, в день Пятидесятницы. Let me be more specific. Позвольте мне быть более определенным. For Matthew himself, as well as for the rest of the disciples, there would have been a personal burden and desire to make the story of Jesus known. Я думаю, что для Матфея, как и для других учеников, это было как бы личное желание и бремя, которое они ощущали, что нужна книга, нужно написать историю Иисуса Христа. The psychological motive would have been profound because Jesus called them and commissioned them to tell his story. Психологическое состояние учеников, которые получили заповедь Иисуса Христа, чтобы они шли и научили все народы, подсказывает нам то, что книги должны быть написаны. There was also an objective need for the community of believers. Была также, кроме всего прочего, объективная нужда для общины верующих в книге. Because they came from far away, they would only know very little of Jesus. Те люди, которые пришли издалека на день Пятидесятницы и услышали эту весть, Евангелие об Иисусе Христе, или Евангелие Иисуса Христа, они удалятся, и они за один день мало что могли узнать о жизни Иисуса Христа, о Его деяниях, о Его учении. They may have heard stories of his miracles, and they may have known something about his teaching. Они могли слышать о чудесах, которые совершал Иисус, и могли знать кое-что из Его учения. But they needed to learn the full story of Jesus. Но им нужно было познакомиться со всей полной историей Иисуса. So Matthew has a subjective motivation. The church has an objective need. There is a third and a deeper issue. Итак, у Матфея было психологическое ощущение, ему нужно было написать книгу. Вторая была объективная нужда в том, чтобы дать книгу о жизни Иисуса Христа ученикам. И третий, еще более глубокий мотив для написания Евангелия. From the time of Moses, a new covenant always meant new written revelation. Со времен Моисея выражение «Новый Завет» всегда подразумевал, что должно быть дано записанное откровение. The books of Moses and Joshua were given with the Mosaic covenant. Книги, пятикнижие, 5 книг Моисея и книга Иисуса Навина, они были даны с заветом Моисея. When the arrangements of the Mosaic covenant broke down, God called Samuel to lead Israel into a new covenant. Когда все условия Моисеева закона были нарушены, когда он подошел к завершению, Бог призвал Самуила, чтобы Самуил вел Израиль к новому завету, завету с Давидом. God gave Israel a new covenant, the covenant with David. Итак, Бог дает Израилю новый завет, завет с Давидом. And with the new covenant, God gave Israel new books. И с этим новым заветом Бог дает Израилю и новые книги. The books written by Samuel and David and Solomon. Книги, написанные Самуилом, Давидом, Соломоном. From Joshua to Samuel, there is a gap of a few hundred years. Между книгой Иисуса Навина и первой книгой Самуила есть разрыв в несколько сотен лет. So in the time of David, the books of Moses and Joshua are the Old Testament, and the books of David and Samuel and Solomon are the New Testament. И вот как это воспринималось во времена Давида, пятикнижие Моисея и книга Иисуса Навина – это Ветхий Завет, а книги 1 и 2 Самуила, книги Давида и книга Давида – это Псалмы, и книга Соломона – это Новый Завет. And then for almost 200 years, there are no more books. И потом снова 200 лет, и за эти 200 лет не написано никаких новых книг.
But the kings began to turn away from God, and God sent prophets to Israel. Но вот цари начинают отступать от Господа, нарушать завет, и тогда Бог посылает в Израиль пророков. And beginning with Isaiah and Hosea, the prophets began to warn about covenantal judgment, and they promised a new covenant. И начиная со времен пророка Исаии, пророка Осии, Бог возвещает Израилю о том, что они будут осуждены согласно условиям завета, и после осуждения Бог даст им новый завет. Assyria brought judgment on the northern kingdom in 722 BC. И вот Ассирия, собственно говоря, является орудием суда, Божьего суда над Израилем. В 722 году до Рождества Христова Северное царство Израиля оккупировано ассирийцами. And then Nebuchadnezzar destroyed Jerusalem in 586 BC. И затем Навуходоносор разрушает Иерусалим и храм в 586 году до Рождества Христова. Northern Israel and southern Judah were taken away into captivity. Северное царство Израиль и Южное царство Иуда, они уведены со всех земель, на которых они жили, уведены в плен, уведены в новые земли. The covenant was broken. Завет был нарушен. And Israel was cast out of the land. И как Господь обещал, если вы нарушите завет, то я вас выгоню из земли. И вот Он это сделал. But in the days of Ezra, God gave Israel a new exodus. Но во время Ездры Бог дает Израилю новый исход. Cyrus the Persian in 539 BC allowed the Jews to go back to Judah. Кипр Великий в 539 году позволяет евреям восстанавливать Иерусалим. And in 516 they built a new temple. И в 516 году они строят новый храм, евреи. And they received new books, new revelation to go with the new covenant. И вот в это время они получают новые книги, новые откровения, которые соответствуют вот этому Новому Завету. The paradigm is clear. A new covenant means new written revelation. Эта парадигма совершенно ясна. Новый Завет означает то, что должно быть дано новое откровение, новые книги. So from the time of John the Baptizer, about 400 years after Malachi, from the time of John the Baptizer, John and Jesus announced the kingdom of God. Начиная со времен Иоанна Предтечи, также известного в узких кругах как Иоанна Крестителя, Господь и Иоанн, они проповедуют о Новом Завете. It should have been clear to any godly Jew that a new era was about to begin. И для каждого еврея было понятно, что новая эра начинается новая эпоха. But the details were complicated. Но детали были очень сложными. None of the disciples understood that the cross was the way to the throne. Никто из учеников не понимал, что крест – это путь на трон, на воцарение. Jesus did not act like the Messiah they expected. Иисус не действовал так, как они ожидали, Мессия должен был бы действовать, на их взгляд. However, after Jesus' resurrection and the gift of the Spirit at Pentecost, the disciples understood and they knew they had entered a new covenant era. Но как бы то ни было, после воскресения Иисуса Христа у учеников появилось понимание и вера, что начался Новый Завет, началась новая эра, и, соответственно, возникло понимание в том, что нужно новое откровение, новые книги. Actually, the final covenant era, the era of the Messiah and the Spirit. И фактически они понимали этот Новый Завет, новую эру, как финальную, последнюю стадию Божьего откровения, Божьей истории с его народом. Это эра Мессии и эра Святого Духа. And we can see in the book of Acts that they were eager and bold to tell the story of Jesus. И мы видим из книги Деяний апостолов, что у них было и желание, и смелость провозглашать весть об Иисусе Христе, Мессии. They knew the epical significance of Jesus the Messiah. Ученики знали эпическое значение Иисуса Мессии. They would not have been satisfied with mere oral instruction. И они бы никогда не удовлетворились простыми устными наставлениями. Not only were new covenantal books needed, they were an imperative.
Эти новые книги, новое откровение, которое приходит каждый раз с Новым Заветом, не только были нужны, это фактически было повеление, они должны были появиться. I suggest that Matthew took notes on Jesus' teaching during the 3 years of Jesus' ministry and wrote his gospel shortly after Pentecost to send out to the many thousands of new believers. Я считаю, что Матфей не просто делал записи во время 3 лет обучения у ног Иисуса, но и написал свою книгу немедленно после того, как тысячи новых верующих были крещены в день Пятидесятницы. We need to remember that until Peter baptized the house of Cornelius in Acts chapter 10, probably around AD 40, for the first 10 years of the church, all of the Christians were Jewish believers. Мы должны также понимать, что первые 10 лет после воскресения Иисуса Христа вся церковь практически состояла из людей одной национальной группы. Это была еврейская церковь. До того, как Петр крестил дом Корнилия, вся церковь была иудейской, еврейской. They needed a Jewish gospel. И этим людям нужно было еврейское Евангелие. And Matthew, I believe, gave them one. И я верю, что вот как раз Матфей написал им такое Евангелие. So keep in mind how important literary allusion is, and remember that the Gospel of Matthew is a Jewish gospel for the Jewish people. Вот я хочу, чтобы вы помнили, что, насколько важна литературная аллюзия как прием для того, чтобы вызвать ассоциации в памяти слушателей. Еще прошу вас хранить, помнить вторую вещь. What is second thing? Remember, keep in mind. This is Jewish gospel for Jewish Christians. Что Евангелие от Матфея – это Евангелие для евреев, написанное на еврейском или арамейском языке, написанное для евреев. Let's begin with the name Jesus Christ. А теперь давайте размышлять о каждом слове текста Евангелия от Матфея, 1 глава. Давайте начнем с размышления о том, что значит имя Иисус Христос. The name Jesus is the Greek form of the Hebrew Yahashua or Joshua. Имя Иисус – это греческая форма еврейского имени Ехошуа или Джехошуа. It means Yahweh saves or something similar. Это означает Яхве спасает или нечто похожее. The angel told Joseph to name the child Jesus because he would save his people from their sins. Ангел говорит Иосифу, что он должен будет назвать своего сына вот этим именем, потому что он спасет народ свой от грехов их. The name Jesus, therefore, is profoundly significant. И вот и поэтому имя Иисуса чрезвычайно значительно. It is the name that defines Jesus' life and work. Это имя, которое описывает и определяет жизнь Иисуса Христа и его труд, его дело. The word Christ, of course, is not a name. Слово Христос – это, конечно, не имя, не фамилия. It is a title. Это титул. It means the anointed one. Это значит помазанный, тот, кто помазан. But that doesn't always communicate well to people in our day. Но это не всегда хорошо коммуницируется людям нашего времени. The Hebrew word for anointed one is Messiah. Еврейское слово для помазанник – Мессия. Why anointed one? Why Messiah? Почему помазанный? Почему Мессия? In ancient Israel, there were 3 offices for which men were anointed. В Древнем Израиле было 3 положения в народе, которые требовали помазания. Prophets, priests, and kings. Пророки, священники и цари. The Messiah was the anointed one in the highest and most special sense. A man who would be anointed to all 3 offices. Something unique in the history of the world. Мессия, тем не менее, это особое помазание. Это слово, это Мессия означает, что человек соединяет в себе все 3 позиции, все 3 положения. Царь, пророк и священник. И это единственный раз в истории, за всю историю человечества, когда вот появляется такой помазанник, Мессия. Melchizedek had been a king and a priest. Например, Мелхиседек, он был и царь, и пророк. David was a king and a prophet. Давид был царем и пророком. But until Jesus,
no one had been king, prophet, and priest, all three. Но со времен, во все времена в Израиле не было ни одного, кто бы соединял в себе все три офиса, все три позиции, все три положения. Мелхиседек был царем и священником, Давид был царем и пророком, но не было ни одного, кто бы соединял в себе три позиции. Jesus was the anointed one par excellence. Иисус был помазанник par excellence, или по преимуществу. He was born to be the king that all men need. Он родился царем, в котором все люди нуждаются. To be the priest who would reconcile us unto God. Он рожден священником, чтобы примирить нас с Богом. And to be the prophet who would not only teach us the truth, but who would be the incarnation of the truth. И он также и пророк не только в том смысле, чтобы учить нас истине, но и сам является воплощенной истиной. The name Jesus points to Israel's great leader Joshua. Имя Иисус указывает на великого лидера древнего Израиля Иисуса Навина. And the title Messiah tells us that Jesus fulfilled all of the Old Testament prophecies, that he was born as the hope of Israel and the hope of the world. И его титул Мессия показывает то, что Господь соединил в себе и исполнил все обетования Ветхого Завета, что он и царь, и священник, и пророк. Next, I want us to consider the first two words in Matthew's Gospel. И теперь следующее. Я хочу, чтобы мы поразмышляли над первыми двумя словами Евангелия от Матфея. In Greek, these are biblios geneseos. По-гречески эти слова звучат так: библиос генесеос. This is translated variously as the book of the genealogy, an account of the genealogy, the book of the generation, and just the genealogy, and so forth. Это словосочетание переводится различными путями, например, как книга генеалогии, книга происхождений, запись происхождения и книга поколений. What is important here is the allusion to the book of Genesis. Что важно здесь понимать для евреев, это была аллюзия на книгу Бытия. If Matthew wrote in Aramaic, the words would be Sefer Toledot. Если бы Матфей писал на арамейском, он, скорее всего, и писал на арамейском, то эти первые слова звучали так: Сефер Толедот. The Greek expression biblios geneseos is used 2 times in the Old Testament. Греческое выражение библиос генесеос только 2 раза во всем Ветхом Завете упоминается в переводе Септуагинты. And the Hebrew expression Sefer Toledot is used only 1 time in the Old Testament. А еврейское выражение Сефер Толедот только 1 раз в Ветхом Завете встречается. And the important allusion is Genesis chapter 5, verse 1. И здесь важная аллюзия на Бытие, 5 главу, 1 текст. Matthew's Jewish readers would know the allusion right away because they are Jews and they know Genesis. Еврейские слушатели или читатели этого Евангелия немедленно понимали, о чем идет речь, потому что они были знакомы с книгой Бытие. Genesis chapter 5 verse 1 is the beginning of the genealogy of Adam. 5 глава книги Бытия, начиная с 1 стиха, это генеалогия или родословие Адама. So Genesis 5 says, Adam lived 130 years and had a son, Seth. Там написано, что Адам жил такое-то количество лет, 500 лет, и у него был сын Сиф. And Seth lived for 105 years and had a son, Enosh. И Сиф жил 105 лет, и у него был сын Енох. And so on. И так далее. The genealogy in Genesis 5, like all the other genealogies, begin with a father and tell you about his sons for many generations. Родословие, записанное в 5 главе книги Бытия, как и все другие родословия, начиналось с самого древнего с отца, и потом упоминались все его дети. So when Matthew begins with the words biblios geneseos, we expect to read something like, when Jesus was 50 years old, he had a son, and on and on. Generations after Jesus is what we expect. И если бы мы были евреями и прочитали вот это выражение «Сефер Толедот» Иисуса,
то мы бы ожидали, что будет сказано, что вот он жил 50 лет, и у него родился такой сын, и потом, ну и так далее, что у того родился. But that is not what Matthew does. Но это не то, что Матфей написал. He turns the genealogy upside down. Он как бы взял и перевернул генеалогию, родословие вверх ногами. Every Jewish reader will notice right away. Любой читатель, еврей, немедленно понимал этот прием. Matthew jumps 1,000 years back to David. Матфей перепрыгивает на 1000 лет назад и начинает говорить, писать о Давиде. And then he jumps almost 1,000 more years back to Abraham. И затем от Давида он еще перепрыгивает на 1000 лет ко времени Авраама. So Matthew's readers are going to think, what is Matthew doing? И это такой прием побуждал еврейских читателей задуматься, что делает Матфей, что он пишет, о чем он пишет. Why is Matthew doing this? Почему он пишет таким образом, родословие таким образом? Of course, David and Abraham are chosen because of the covenant promises that God gave to them. Конечно, и Давид, и Авраам, они были избраны из-за заветного обетования, которое было им дано. David was promised that his son would be the Messiah. Давиду было обещано, что его сын будет Мессией. Let's just read Psalm 132, verse 11. Псалом 132, 11 текст. Господь присягнув був Давидові правду, і не відступить від неї. Від плоду утроби твоєї я посаджу на престолі твоїм. Of course, there are many verses in the Old Testament about the great promise God gave to David. Конечно, мы знаем, что в Ветхом Завете есть очень много текстов, которые перечисляют обетования, данные Давиду. Matthew is telling us that Jesus fulfills the promise to David. He is the king who will sit on David's throne. И Матфей сообщает, что Иисус – это исполнение обетований, данных Давиду. Это тот царь, тот Мессия, который воссядет на троне Давида. Abraham's significance is similar. Значение Авраама похоже точно такое же. God gave a covenant to Abraham and promised that the world would be saved through the seed of Abraham. Аврааму дано обетование, что мир будет благословлен и спасен через семя Авраамова. In Genesis 12, 1-3. Бытие 12 глава с 1 по 3 текст. 12 глава с 1 по 3 текст. І промовив Господь до Авраама: вийди зі своєї землі і від родини своєї, із дому батька свого до краю, який я тобі покажу. І народом великим я тебе вчиню, і поблагословлю я тебе, і звеличу імення твоє, і будеш ти благословен. І благословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословиться в тобі всі племена землі. Through Abraham, all of the families of the earth will be blessed, is the promise. В чем обетование? Что через Авраама, через наследника, через семя Авраама, все семьи земли приобретут благословение, все семьи земли будут благословенными. Now remember that I said that Matthew alludes to Genesis 5:1, the genealogy of Adam. Помните, я говорил, что Матфей делает такую аллюзию на Бытие 5 главу, на родословие Адама. Why allude to Adam's genealogy? Зачем делать аллюзию на родословие Адама? Because Matthew wants to say that Jesus is the true Adam, a new Adam. Потому что Матфей хочет подчеркнуть и показать, что Иисус является истинным Адамом, Иисус является настоящим Адамом. Matthew says the book of the genealogy of Jesus, the Messiah. Вот как начинает Матфей. Эта книга, это родословие Иисуса, Мессии. Jesus is the father of Abraham and David. Иисус является отцом и для Авраама, и для Давида. In other words, his coming into the world is the whole reason for their historical existence. Другими словами можно сформулировать так, что единственной целью для существования и Авраама, и Давида это было вот это воплощение Иисуса Христа, пришествие Христа в мир. In the plan of God, the future
that He purposes is often the reason for events that happen in the present. В плане Божьем мы можем видеть, что будущие события являются причиной для того, что происходит сейчас. We often think that the past flows into the present and then on to the future. Мы привыкли думать, что прошлое течет в настоящее, а потом из настоящего течет в будущее. And that dimension is certainly part of the picture. Да, конечно, это измерение является частью картины. Many things that happen today do have a cause in yesterday. Многие вещи, которые происходят сегодня, имели причины события, которые были в прошлом. But God has a plan for the world. Но у Бога есть план для всего мира. The end is determined. И вот конец этот конец определен. We are moving toward a goal. Мы двигаемся по отношению к цели. In that sense, history is the future flowing through the present into the past. И в этом смысле история – это будущее, которое течет в настоящее и дальше двигается в прошлое. Everything that happens today has a cause in the future. Все, что происходит сегодня, имеет причину в будущем. What happens today is not just the result of yesterday. То, что происходит сегодня, не только потому, что что-то произошло в прошлом. It is set by God's plan for tomorrow. Это установлено по Божьему плану для того, чтобы завтра произошли определенные события. Jesus was the meaning for Abraham and for David. Итак, Иисус был значением для призвания и Авраама, и Давида. And Jesus is the meaning for your life and my life also. И Иисус является значением и для моей жизни, и для вашей жизни. Listen to what Paul says in Galatians chapter 3, verse 26 to 29. Послушайте, что пишет Павел в послании к Галатам 3 главе с 26 по 29 текст. Бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса. Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Немає юдея, ні грека, нема раба, ані вільного, немає чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці. Baptism makes us one with Christ. Крещение делает нас едиными с Иисусом Христом. Our lives are united with His life. Наша жизнь объединена с Его жизнью. And someday we will be like Him. И наступит время, когда мы будем такими, как Он. That future goal influences everything that happens in our life. И вот эта будущая цель, или цель в будущем, влияет и определяет все, что происходит сегодня с нами. And note, Paul says, our life story is linked to the life story of Abraham. И вот Павел говорит, звено нашей жизни соединяется с жизнью Авраама. We are the seed of Abraham. Мы семя Авраамова. We have been adopted through baptism. И мы были усыновлены через крещение, или в крещении. We have been chosen to inherit the world. Мы были избраны для того, чтобы унаследовать этот мир. And we have been called to bring blessing to all of the families in the world. И мы призваны к тому, чтобы стать благословением для всех семей на земле. How can we bear fruit and bless others? Как мы можем приносить плод и благословлять других? How can we fulfill our calling to be the true children of Abraham who live for the Messiah Jesus? Как мы можем исполнить наше призвание быть истинными детьми Авраама, который жил для Иисуса? Jesus answered that question for us succinctly and clearly in John 15, 7 to 10. Иисус ответил на этот вопрос настолько емко и ясно, и этот ответ записан в Евангелии от Иоанна 15 главе с 7 по 10 текст. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Як Отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його.
Hallelujah. Amen. Аллилуйя. Аминь.